По запасам водных ресурсов Китай лидирует в мире. Вместе с тем, коэффициент использования данного вида энергии составляет лишь 34%, что намного ниже того же показателя в развитых странах – 60-70%. Проект гидроэлектростанции в Удонге, расположенный в низовьях реки Цзиньша между уездом Люгуан, провинция Юньнань, и уездом Гудон, провинция Сычуань, станет четвертой по величине гидроэлектростанцией в Китае, когда она вступит в строй. Установленная мощность завода составит 10,2 гигаватта, а годовая мощность – 38,93 миллиарда киловатт-часов. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Гидроэлектростанция в Удонге, получившая название самой умной мега-гидроэлектростанции в мире, начнет работу в июле 2020 года. Расположенная на юго-западе Китая гидроэлектростанция строится с использованием передовых интеллектуальных технологий, включая мониторинг температуры в режиме реального времени и интеллектуальное оборудование для цементации, что делает ее самым умным энергетическим проектом в мире и демонстрирует высочайший уровень интеллектуального строительства в индустрии плотин в Китае. Гидроэлектростанция в Удонге имеет встроенные термометры и охлаждающие трубы в бетоне для определения температуры бетона в режиме реального времени. С помощью интеллектуальной системы подачи воды поток можно автоматически регулировать, чтобы интеллектуально реализовать процесс охлаждения бетона. В 2,8 миллионов кубометров бетона в плотине используется низкотемпературный цемент, который может противостоять большим перепадам температур, которые могут вызвать растрескивание бетона и поставить под угрозу безопасность плотины, что является мировой проблемой в гидроэнергетике, сообщают СМИ. Температура бетона составляет 7,1 градус по Цельсию на строительной площадке, а температура воздуха – 29 градусов. Гидроэлектростанция – первая в мире плотина, которая полностью использует низкотемпературный цемент. Гидроэлектростанция в Удонге спроектирована в виде бетонной дугообразной арки с максимальной высотой 270 метров. Толщина фундамента плотины составляет всего 51 метр, что делает гидроэлектростанцию самой тонкой 300-метровой арочной плотиной в мире в настоящее время. Тонкий бетон сможет обеспечить хранение около 7,4 миллиардов кубометров воды в его резервуаре. Длина раскопок главной мастерской подземной электростанции на плотине в Удонге побила мировой рекорд с высотой 89,8 метра. Это эквивалентно 30-этажному зданию. Гидроэлектростанция сможет вырабатывать 38,9 миллиарда киловатт электроэнергии в год после того, как ее 12 энергоблоков начнут работать. Ожидается, что первый блок начнет работать в августе 2020 года. Первая партия генераторных установок должна быть запущена в производство в июле 2020 года, а проект должен быть полностью завершен в декабре 2021 года. В общей сложности 12 единиц на установке. Каждый турбогенератор Фрэнсиса мощностью 850 мегаватт будут генерировать энергию. 6 турбогенераторов мощностью 850 мегаватт. Турбогенераторы для Удонге будут одними из крупнейших в мире, а также будут самыми большими, которые поставляли с точки зрения выходной мощности. Как экологически чистая энергия, количество гидроэлектроэнергии, производимой в Удонге, позволит сэкономить 12,2 миллиона тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа и диоксида серы на 30,5 миллионов тонн и 104 тысячи тонн ежегодно. Станция в Удонге вместе с ГЭС Бейтан, ГЭС Силоут и ГЭС Сянцзяба сформирует каскад электростанций на реке Цзиньша. Установленная мощность кластера составит 46,46 миллиона киловатт, что эквивалентно удвоенной мощности дамбы Три ущелья в среднем течении Янцзы и будет генерировать около 120 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. В дополнение к выработке электроэнергии, проект также может смягчить наводнение, включить улавливание насосов и помочь навигации. Результаты проекта помогут стране сэкономить 12,2 миллионов тонн угля и компенсировать 30,5 миллионов тонн выбросов углекислого газа в год. Проект также поможет стране достичь своей цели по производству 15% электроэнергии из неископаемых видов топлива к 2020 году. Гидроэлектростанции в Удонге и Бейтан являются основным источником энергии для передачи электроэнергии с запада на восток и крупным проектом по содействию
содействию корректировки национальной энергетической структуры, полное содействие строительству 2 электростанций и достижение цели ввода в эксплуатацию первой партии блоков на безопасной основе имеют большое значение для стимулирования экономического и социального развития водохранилища, содействия развитию западного региона в новую эпоху, достижение устойчивого роста национальной экономики и достижение цели полного построения благополучного общества. Гидроэнергетический сектор Китая является основным источником чистой энергии. Его мощность составляет около 350 гигаватт или около 18% от общего объема страны. Треть гидроэлектростанций классифицируется как малая, то есть электростанции мощностью менее 50 мегаватт. В прошлом году Китай начал сносить сотни небольших плотин по всей стране, чтобы восстановить водные потоки и соблюдать новые правила, запрещающие промышленное развитие в природных заповедниках. Кампания началась после того, как расследование показало, что вдоль реки Янцзы и ее притоков было не менее 24 100 малых гидроэлектростанций, многие из которых наносили серьезный ущерб окружающей среде. Наиболее активное гидростроительство в мире на начало 21 века ведет Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы, а также строится крупнейший в мире каскад ГЭС общей мощностью более 97 тысяч мегаватт.